Привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить язык в сливочном соусе с грибами. В первую очередь помоем и отварим язык. У меня телячий. Заливаем водой, ставим на огонь. После закипания варим 15 минут и сливаем воду. Заливаем язык чистой водой. Порежем 5 зубчиков чеснока. И бросим в кастрюлю. Небольшую луковичку, пару палочек корицы. Поломаем 3 лавровых листа. Немного черного перца горошком. Ставим варить на 3,5-4 часа на медленном огне. Зависит от языка. От молодого животного варится быстрее, от старого дольше. Закрываем крышкой. За полчаса до готовности языка начнем готовить соус с грибами. Порежем 1 крупный лук мелкими кубиками. Три зубчика чеснока раздавим ножом и потукаем. Шампиньоны режем крупными кусочками. Не стоит резать тонкими, как и слайсы. Гриб будет не сочный, а как высушенный. Не знаю, как правильно сказать, но вы поняли. Высыпаем на сухую, горячую сковороду. Выжимаем на грибы сок лимона, чтобы они не темнели и были красивее в блюде. Выдавите хотя бы пол лимона. Если хотите кислее, можно целый лимон. Добавим 3 столовых ложки растительного масла. Готовим так, пока не выпарится жидкость и останется масло. Теперь добавим пол чайной ложки черного молотого перца. Возьмем 150 мл бульона, в котором варится язык. Через 2-3 минуты снимаем с плиты. В чистой сковородке растопим 30 грамм сливочного масла. И чтобы не горело, добавим немного растительного. Хорошо разогретое масло высыпаем нарезанный кубиками лук. Когда размягчится, добавляем чеснок. Через 20-30 секунд всыпаем 2 столовых ложки муки. Помешиваем постоянно. Когда мука проварится, цвет чуть-чуть изменится на кремовый. Выливаем 2 стакана молока. Помешиваем, пока молоко станет горячим. И солим 1 чайной ложкой соли. Высыпаем в молоко шампиньоны.
Выливаем 150 мл из сливок. Язык готов. С горячего снимаем кожицу. И нарезаем на порционные куски. Посмотрите, какой сочный. Класс. Потому что томили на очень маленьком огне. Не режьте тонкие кусочки, а то они расползутся. Как раз соус немного загустел. Выкладываем в него язык. Я попробовал. Мне соли и перца маловато. Добавлю перца и подсолю. Нарежем быстро маленький пучок петрушки. Добавим в сковородку. Две-три минуты и готово. Приятного аппетита и здоровья вам!